Здравствуйте, друзья! Всемирный потоп в прошлом вызвала ядерная война. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Во многих мифах и легендах с разных уголков планеты можно найти подтверждение некоего глобального катаклизма, или, другими словами, потопа, который уничтожил большую часть всего живого на Земле. Не менее интересным и загадочным фактом остается то, что в тех же сказаниях говорится о могущественных цивилизациях, технический уровень которых, возможно, превосходил даже наш. А ведь, обладая такой же или превосходящей нашу степенью развития, не могла ли случиться глобальная война между ними, которая закончилась почти тотальным уничтожением всего живого? Чем был вызван всемирный потоп? На тот факт, что на Земле в древности бушевала самая настоящая ядерная война, указывает целый ряд признаков. В первую очередь это шрамы, оставленные на теле нашей планеты взрывами мощнейших ядерных бомб. На территории Земли обнаружено более 100 воронок, средний размер которых составляет около 2-3 километров. Есть и две огромные воронки, одна диаметром 40 километров в Южной Америке, а вторая 120 километров в Южной Африке. Если бы они образовались в палеозойскую эру, то есть 350 миллионов лет назад, как считают некоторые исследователи, то от них давно бы ничего не осталось. Так как ветер, вулканическая пыль, животные и растения увеличивают толщину слоя Земли в среднем на метр за 100 лет. Поэтому за миллион лет яма глубиной в 10 километров сравнялась бы с поверхностью Земли. А воронки все еще целы, то есть за 25 тысяч лет глобальная катастрофа, как следует из летописей, произошла именно тогда. Они уменьшили свою глубину лишь на 250 метров. Это позволяет нам оценить силу ядерного удара. Взяв в среднем диаметр 100 воронок за 3 километра, получим, что в результате войны над Землей было взорвано около 5000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Результат был ужасающий. Пыль и копоть заслонили солнце. Наступила ядерная зима. Свидетельства о сверхмощной ядерной катастрофе древности, по мнению специалистов, содержатся в старинных преданиях и эпосах многих народов. Если перевести мифы африканских пигмеев о большом огне, спустившемся с неба, отбросив метафоры, то получится совершенно достоверная хроника взрыва и его последствий – ядерной зимы. А во всемирно известном древнеиндийском эпическом сказании Махабхарата довольно подробно повествуется об эффектах мощного оружия, очень напоминающего современное ядерное, и о том, как спасались те, кто уцелел в ядерной, без сомнения, бойне 25-тысячелетней давности. Продолжительность суток до и после. У народов майя было найдено два так называемых венерианских календаря. Один состоял из 240 дней, а другой из 290. Оба этих календаря связаны с катастрофами на Земле, которые не изменили радиуса вращения по орбите, но ускорили суточное вращение планеты за счет перераспределения воды с континентов на полюса, что в свою очередь является одним из признаков наступления ядерной зимы. Пояснение. Вода выпадала в качестве снега в зоне полюсов, где наступили вечные холода, была выключена из биосферного оборота, что также свидетельствует об изменении климата на полюсах. Без сформированного неким катаклизмом циклополярного течения районы полюсов должны были быть пригодны для жизни. В первом случае, когда год равнялся 240 дням, продолжительность суток была равна 36 часам. Во втором календаре 290 дней. Продолжительность суток была 32 часа. О том, что такие календари имели место на Земле в древности, говорят также опыты наших физиологов. Если человека поместить в подземелье без часов, он начинает жить по внутреннему, более древнему ритму, как будто в сутках 36 часов. В результате ядерных взрывов и вызванных ими пожаров
должно было выделиться энергии в 28 раз больше, чем при самих ядерных взрывах. Распространяющая сплошная стена огня уничтожала все живое. Кто не сгорал, тот задыхался от угарного газа. Люди и животные бежали к воде, чтобы там найти свою смерть. Огонь бушевал 3 дня и 3 ночи. Вот как описывается в кодексе Рио народа майя последствия радиации. Пришедшая собака была без шерсти, и у нее отпали когти. Характерный пример лучевой болезни. Но, кроме радиации, ядерный взрыв характеризуется еще одним страшным явлением. Жители японских городов Нагасаки и Хиросимы, хотя и не видели ядерного гриба, поскольку находились в укрытии и были далеко от эпицентра взрыва, тем не менее получили световые ожоги тела. Этот факт объясняется тем, что ударная волна распространяется не только вдоль Земли, но и вверх. Увлекая за собой пыль и влагу, ударная волна достигает стратосферы и временно разрушает озоновый экран, защищающий планету от жесткого ультрафиолетового излучения. А после, как известно, вызывает ожоги незащищенных участков кожи. Чем не огонь, пришедший с неба? Выброс ядерными взрывами воздуха в космическое пространство и понижение давления древней атмосферы с 8 до 1 атмосферы вызывало у людей кессонную болезнь. Начавшиеся процессы гниения изменили газовый состав атмосферы. Выделившиеся смертельные концентрации сероводорода и метана отравляли всех чудом оставшихся в живых. Последний до сих пор в огромном количестве вморожен в ледовые шапки полюсов. Океаны, моря и реки были отравлены разлагающимися трупами. Для всех оставшихся в живых начался голод. Мутанты. Одним из неминуемых последствий ядерной катастрофы является мутация живых организмов. Радиоактивный мутагенез перестраивает хромосомные цепочки человека, в результате чего радикально меняется его облик. Но коварство заключается в том, что у разных людей под воздействием радиации хромосомные ряды изменяют свою обычную структуру по-разному. Как показывают последствия Чернобыльской катастрофы, сейчас у животных и людей, живущих вблизи радиоактивной зоны, происходят мутации, ведущие к циклопизму. У циклопов один глаз находится над переносицей. А мы знаем по легендам многих народов о существовании циклопов, с которыми людям приходилось воевать. Второе направление радиоактивного мутанизма – это полиплодия, удвоение хромосомного набора, которое ведет к гигантизму и удвоению некоторых органов. 2 сердца или 2 ряда зубов. Остатки гигантских скелетов с двойным рядом зубов периодически находят на Земле. Третье направление – это монголоидность. В настоящее время монголоидная раса наиболее распространена на планете. К ней относятся китайцы, монголы, эскимосы, уральские, южносибирские народности и народы обеих Америк. Но раньше монголоиды были представлены значительно шире, поскольку они встречались в Европе, и в Шумерии, и в Египте. Впоследствии они были вытеснены из этих мест арийскими и семитскими народами. Даже в Центральной Африке живут бушмены, гоктентоны, имеющие черную кожу, но тем не менее обладающие характерными монголоидными чертами. Примечательно, что распространение монголоидной расы взаимосвязано с распространением пустынь и полупустынь на Земле, где некогда были основные центры погибшей цивилизации. Четвертое доказательство радиоактивного мутагенеза – рождение у людей уродов и рождение детей с атовизмами. Признаки существ, развивавшихся параллельно нам, к примеру, хвостатость, наличие густой шерсти. Оно объясняется тем, что уродства после радиации в то время были широко распространены и считались нормальным явлением. Поэтому этот рецессивный признак иногда появлялся у новорожденных. Например, радиация приводит к шестипалости,
периодически встречающийся у японцев, переживших американскую ядерную бомбардировку. Подземные убежища. Те, кто уцелел после первых ядерных ударов, пытались найти спасение в подземных городах. Но последовавшие ливни, а затем и землетрясения, разрушили все уже созданное и выгнали людей на поверхность земли. Тогда, используя описанное в Махабхарате устройство, напоминающее лазер, люди начали спешно строить огромные подземные галереи высотой подчас более 100 метров, пытаясь хоть там создать условия для жизни, необходимое давление, температуру и состав воздуха. По поводу возможности жизни под землей. Это не такая уж фантастика. По оценке геологов, под землей воды больше, чем во всем открытом мировом океане. И не вся она находится в связанном состоянии. То есть лишь часть воды входит в состав минералов и пород. К настоящему времени обнаружены подземные моря, озера и реки. Чтобы подземная биосфера была самодостаточна, там должны быть растения, выделяющие кислород и разлагающие углекислый газ. Но растения, оказывается, могут жить, расти и давать плоды без освещения, о чем сообщает в своей книге «Тайная жизнь растений» Толкин. Достаточно по земле пропускать слабый электрический ток определенной частоты, и фотосинтез происходит в полной темноте. Однако, подземные формы жизни не обязательно должны быть похожи на существующие на Земле. В местах выхода на поверхность из недр Земли тепла были обнаружены особые формы термической жизни, которые не нуждаются в свете. Вполне может быть, что они могут быть не только одноклеточными, но и многоклеточными, и даже достигать очень высокого уровня развития. Поэтому очень вероятно, что подземная биосфера самодостаточна. В ней имеются виды, подобные растениям, и виды, подобные животным, и живет она совершенно независимо от существующей биосферы. Если термические растения не способны жить на поверхности, подобно тому, как наши растения не способны к жизни под землей, то животные, питающиеся термическими растениями, способны питаться и обычными. Однако война продолжалась, и даже здесь их настигал неприятель. Исследователи предполагают, что сохранившиеся до наших дней трубы, соединяющие пещеры с поверхностью Земли, имеют естественное происхождение. В действительности же, прожженные неким оружием, они делались для выкуривания людей, пытавшихся спастись в подземельях от ядовитых газов и радиации. Уж слишком круглые эти трубы, чтобы говорить об их естественном происхождении. Много таких естественных труб находится в пещерах Пермской области, в том числе и в знаменитой Кунгурской. Конечно же, строительство тоннелей началось еще задолго до ядерной катастрофы. Сейчас они имеют неприглядный вид и воспринимаются нами как пещеры естественного происхождения. Но многим ли лучше выглядело бы наше метро, опустись мы в него лет эдак через 500? Оружие применялось, видимо, не только для выкуривания людей. Когда его луч достигал подземного расплавленного слоя, магма устремлялась к поверхности Земли, извергалась и вызывала мощные землетрясения. Так рождались на Земле вулканы искусственного происхождения. Сейчас становится понятным, почему по всей территории планеты вырыты тысячекилометровые тоннели, которые были обнаружены на Алтае, Урале, Тяньшане, Кавказе, в Сахаре, Гоби, Северной и Южной Америке. Один из таких тоннелей соединяет Марокко с Испанией. По этому тоннелю, видимо, проник единственный существующий сегодня в Европе вид обезьян – Магота гибралтара, обитающий в окрестностях выхода из подземелья. Ядерная зима длилась более 20 лет. Те, кто оставался в подземелье, постепенно теряли зрение. Вспомним былину о Святогоре, отец которого жил в подземелье и не выходил на поверхность, потому что ослеп. Новое поколение людей стремительно уменьшалось в размерах до карликов.
легенд о которых у различных народов имеется предостаточно. Кстати, они дожили до наших дней и имеют не только черную кожу, как у пигмеев Африки, но и белую. Минихеты Гвинеи, которые смешались с местным населением народности Допа и Хама с ростом чуть более метра. Живущие на Тибете, наконец, тролли, гномы, эльфы, чуть белоглазая и так далее. Те, кто не счел возможным вступать с современным человечеством в контакт. Параллельно с этим шло постепенное одичание людей, оторвавшихся от общества. К сожалению, сегодня мы ничего не можем сказать о побудительных мотивах той давней войны. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!